Первый же серьезный тест, и мой сын эти часы убил. На экран моментально садится пыль. Нагрудный датчик к ним не подключить, как и Bluetooth наушники. Активности беговые лыжи в них нет. Многозадачности не появилось. Заходите в секундомер, а выйти без того, чтобы поставить его на паузу, нельзя. Программы на них не установить. Watch Face с довольно приличным, хоть и самым маленьким из современных Amazfit'ов экраном, убогие. Пульс у воздуха считают. На стриме, который был у меня вчера, считали воздух в течение часа в раз 8. Притом удачно. И ни разу не отказались его считать. У воздуха пульс есть. Мне в них спать, как и ходить, неудобно. Очень сильно выпирает и давит на запястье пульсомер. Так сильно не выпирал ни один пульсомер из часов у Xiaomi. Хотя если у вас там мышечная не только прослойка, проблем быть не должно. С мессенджеров звонки не показывают. Смайлы не показывают. Вмятины на вашем корпусе от асфальта появляются моментально. И все эти тесты, что вы видите на YouTube, не имеют ничего общего с армейскими тестами, о которых пишет в рекламе Amazfit. Это сертификат на тест нахождения при температуре до минус 40 градусов в течение 1,5 часов. Притом указано, что длительное воздействие не рекомендуется, так как это может привести к повреждению часов и их компонентов. И непонятно, как это может помочь нам в жизни. На остальные тесты документов, подтверждающих, никаких нет. Но есть рекомендация в инструкции, что их не следует использовать при подводном плавании, купании и других видах деятельности, связанных с высокой скоростью воды. Я после прочтения этой фразы прослезился. Конечно, я топил все Amazfit'ы, но никак не думал, что Xiaomi напишут такое в часах, в которых есть активность плавания. Единственное, что я считаю стоит сделать, проверить на прочность стекло этих часиков, но я это сделаю только если ролик наберет 3000 лайков. Tube 449, всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, долгие стримы и стабильные розыгрыши, условия которых всегда в описании к видео. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь и помните, что в ролике я излагаю максимальное количество фактов о девайсе, но с критической точки зрения. Я же не продавец. И сегодня я расскажу вам о новых часах от моего любимого бренда Amazfit. Модель Amazfit T-Rex. Быстро и без прикрас. Приходят часы просто в обалденной фирменной коробке, далее упаковка с заветными буквами Military Standard и непонятным аккумулятором на 500 мАч. Хотя в рекламе был указан аккумулятор на 390. Краткие характеристики, пока вы можете увидеть, какие есть менюшки в данном девайсе и в программе Amazfit при работе с ним, это Bluetooth 5 версии, совместимость Android от 5 версии выше, iOS от 10 версии выше. Позиционирование GPS GLONASS в наличии. Датчики биотрекер, пульсомер, трехосевой акселерометр и геомагнитный датчик, плюс датчик освещенности. Размер часов 47,9 мм в диаметре и серьезная толщина в 13,5 мм. У пресловутых GTR толщина почти на 3 мм меньше, а именно 10,7 мм. Кто их носил, поймет, что это тоже не тонкие часы. И T-Rex их удешевленная реплика, по моему личному мнению. Вес у часов 39 грамм, с ремешком весят они, как и все Amazfit'ы, в районе 60, а конкретно 58 грамм. Влагозащита 50 атмосфер, сделаны из высокопрочного полимера, ремешок очень приятный силиконовый, вес ремешка 19 грамм. Ширина ремешка 22 мм с нестандартным креплением, которое при этом на болтах, и я его тоже считаю большим фейлом. Вы устанете такой ремешок искать, чтобы купить. Экран AMOLED размер 1,3 дюйма, при том, что у Amazfit GTR 1,39 дюйма. Разрешение экрана 360 на 360 точек, у тех же GTR за ту же цену 454 на 454 точки. Защита стекла здесь Gorilla Glass 3, как и у Amazfit GTR. Always On Display уже на борту. Кто не знает, эта функция безумно быстро сажает аккумулятор, но позволяет вам видеть время на них всегда. Заявленная автономность у часов 20 дней, в режиме отслеживания трека 20 часов. Аккумулятор литий-полимерный, объемом 500 мАч, как указано на коробке, хотя везде, еще раз повторяю, указывают почему-то 390 мАч. Время зарядки часов 2 часа. В режиме энергосбережения должны выжить в течение 2 месяцев. Особое внимание хочу отметить, что здесь стоит защитное стекло Gorilla Glass 3-го поколения. И вопреки всеобщему заблуждению, 3-е поколение никогда не предназначалось для защиты телефона от сильного удара. Все, что оно должно было делать, это предотвращать появление вмятин или царапин на дисплее телефона. А вот 6-е поколение, которого здесь нет, способно пережить 15 падений с высоты до 1 метра. Но в часах-то стоит 3-е, значит бросать их прям очень сильно нельзя, во всяком случае на экран. Я не стану вас мучить тем, что в этих часах есть, проще сказать, чего в них нет. А сейчас я назову несколько причин, почему эти часы, по моему мнению, развод покупателя и конкретно меня. Но при этом я знаю, что для многих их
брутальный внешний вид – оправдание всех недостатков. Хотя куда брутальнее, чем Stratos 2 и 3, решать, наверное, вам. По мне, это что-то странное. Гибрид G-Shock и Stratos. А недостатков конкретных здесь больше десятка. Дисплей на 0,1 дюйма меньше всех сородичей. У GTR 1,39 дюйма, 454 на 454 плотность точек на дюйм. У GTR 352 на 352. И я знаю, что я повторяюсь, но учитывая, что часы считают пульсу воздуха, я напоминаю, к ним нельзя подключить нагрудный пульсомер. То есть адекватных показаний пульса на этих часах вообще не ждите. Нет вразумительной защиты от влаги и пыли, а этот военный стандарт при гарантии просто Филькина грамота. Вы и сами видели, что написано в документации в самих часах сейчас в ролике. Угнетает, что операционка, как и у GTR, только накатили слегка обновленную оболочку и все. Делать новые часы репликой старых — это очень нехорошо, особенно когда ты туда вообще ничего не добавил. Нельзя загрузить музыку, нельзя ее прослушивать, нельзя установить другие программы. И это все сделать точно будет нельзя даже при последующих обновлениях. Конечно же нет eSIM, колонки, микрофона, да даже барометра нет. Царапается и коцается пластик на ура. Цена в $149 за игрушку, у которой внешний вид, по моему мнению, хуже, чем у реплики G-Shock'ов от 2017 за $15. Но это относительно, прямо очень много. Но это все относительно. На стриме было очень много людей, которым эти часы понравились, и все эти недостатки были не важны. Ужасно выпирает пульсомер. Носить эти часы неудобно. Крепление ремешка подразумевает, что вы не сможете купить себе любой ремешок, а будете упорно покупать у MSFit'ов, пока не появятся китайские реплики. На данный момент мало watchface'ов, в ролике вы их сейчас увидели. И при этом часы серьезно подлагивают. Можете посмотреть мой обзор на Xiaomi Color Watch, вот там watchface'ов просто море и становится все больше с каждым днем. Плюс они совсем другого уровня. А самое обидное, не существует какого-либо регулирующего органа, который мог бы сертифицировать аппарат под армейский стандарт США. А это значит, что производители имеют право трактовать требования так, как им хочется, если они в США их не продают. Например, любая компания может заявить, что ее новинка устойчива к морскому туману. Хотя это может оказаться абсолютно не так. Анимация довольно заметно притормаживает, как я уже говорил, барометра здесь нет, это еще раз повторяю, а оправдание этому все необходимость суровой защиты. Класс защиты Military Standard 810G. Кстати, он не последний, предъявляемый к потребительским гаджетам армии США. Интересно, когда MSFit армии США стали свои часы продавать? Ну черт с ним. В рамках тестов на соответствие стандарту Military Standard американские военные проверяют, насколько устройство защищено от резкого перепада температур, устойчиво к осадкам, морозу, туману, падениям и иным повреждениям. И у меня тут возник безумный вопрос. Где сертификат на падение? Неужели MSFit все выдержали с Gorilla Glass 3, учитывая, что их надо 26 раз бросать с высоты 1,2 метра? Что есть в часах и программе, вы и так увидели. И особенностей здесь просто никаких. Яркости у часов хватает с головой. Программу по управлению можно установить как на iPhone, так и на Android. 4 кнопки управления, одна из которых программируется, плюс сенсорный экран, притом у него довольно неплохой отклик. Все для управления девайсом. Связь с телефоном держит стабильно. Вибро средней силы. GPS по моим меркам ловит долго. Смысла бегать в такой штуковине я не вижу. С таким пульсомером без возможности подключить нагрудный датчик — это печаль. Стоимость, еще раз напоминаю, $149 по ссылке в описании к видео вместе с доставкой. Все будет на русском языке, несколько цветов, это глобалка. Как я понял, половине моих подписчиков они нравятся и не важно, что внутри. В своей реальной жизни таких людей я не нашел, но они-то видели эти часы вживую. Все мои знакомые прутся от стратосов. Резюмирую, советую, если забыть о том, что это мои 12-е часы от MSFit'ов, а если без шуток, своим подписчикам я эти часы не советую. Берите стратосы или GTR в соседнем магазине, на который у вас будет гарантия прям вот здесь. Любые, только не эти. Остальным решайте сами. Есть вопросы, пишите в комментариях. Ставьте лайки за труды, пишите, что еще купить на обзор. Мата и хамства на канале нет. Девайсу да или нет, пользы нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.